Господа, всем вам известная компания Grand Auto, которая занимается ввозом автомобилей сюда, бэушных, новых, из Америки, Европы или Арабских Эмиратов, теперь делает офигеть какую новинку и расширяет ассортимент. Теперь тачки можно заказывать и из Китая, и из Кореи. При этом, при всем, компания Grand Auto дает 1 год гарантии на автомобили 22 и 23 года выпуска. Таким сейчас может похвастаться даже не каждый дилер. У компании есть 6 представительств физических, в которые можно прийти и заключить договор. Придется, вернее, прийти и заключить договор. Новое представительство открылось в Самаре. Ну и 5 по-прежнему актуальные. Это Москва, Санкт-Петербург, ЕКБ, Сургут и Краснодар. Но и помимо этого, сейчас дополнительно в течение месяца открывается еще 2 представительства. Одно в Новосибирске и одно в Казани. Так что, если вы думали, при помощи какой компании привезти автомобили из-за рубежа, конечно же, это Grand Auto. При заказе автомобиля у ребят минимальная выгода получается 15-20% от той, что вы можете сейчас найти здесь в наличии, причем от той минимальные, которые вы можете найти в наличии. Так что все ссылочки на социальные сети, а также официальный сайт компании Grand Auto будет в описании под этим видео. Обращайтесь смело. Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на это уже точно последнее видео по Audi S4. Дальше, если вы ее увидите, только на стрим-канале. И я подумал, мы еще ни разу не делали нормальный обзор. Не в целом эски, не в целом этой машины, а ведь у нее куча интересных плюшек, про которые вы наверняка не знали, и про них я вам в этом видео обязательно расскажу. Но это помимо того, что мы все наконец-то доделали, и у нас она наконец-то классная, аккуратная и едет как надо. И об этом тоже сегодня все будет. Первая, самая интересная, самая неожиданная сложность, с которой вы можете столкнуться с этой машиной, например, это ее застраховать. Застраховать ее в лоб у вас не получится. Не потому, что это какая-то странная, рискованная машина, на которой стоит стопа у строковых. Просто потому, что это S4, и она 94-го года выпуска. Если вы зайдете даже сейчас, это касается не только строковых, вы можете зайти на Авто.ру, вы можете зайти на Авито, вы можете зайти на Дром и попытаться там выбрать S4 90 какого-нибудь года. У вас, скорее всего, ничего не получится, потому что вам будет предлагать B5 кузов. То есть первую А4 с индексом S. О том, что S4 была в 100-м кузове, ни один каталог, ни у страховой, ни на площадках по продаже автомобилей не знает. Поэтому даже ее искать сложно. Она обычно ищется как Audi 100 2.2 турбо. Соответственно, также и страховки. Но когда вы, допустим, заполните, что это не S, а сотка, хорошо, вам предложат выбрать двигатель. А там, опять же, не будет 2.2 турбо. Итого вы при составлении, просто при заполнении данных автомобиля не сможете их правильно заполнить. Вам нужно будет указывать другой двигатель, другую модель. Потом вы вбиваете ВИН. Часто при этом страховая или любая другая площадка выпадает в ошибку, потому что этот ВИН не бьется с Audi 100 и, собственно, и с этим двигателем и прочее, прочее, прочее. Вас просят фотку СТС. Вы отправляете фотку СТС, а там вообще не то, что вы заполняли. И начинается кринжуха, и в итоге вы не можете сделать страховку. Это решаемо. Вам нужно связываться с мной. Это не божественная реклама Тинькофф страхования. Там также, поверьте, но там я это продавил. Вы пишете в техподдержку, просите, чтобы они добавили в свои базы вот именно такую модель S4 такого года, что она есть у вас, ее можно застраховать. Проверка этой информации занимает некоторое время. А вы же знаете, как делать страховку? Вот, допустим, Никита, если столкнется с такой проблемой, или Влад, да, он сидит вечером, завтра нужно ехать. Без проблем, вечером закинул данные, страховка работает завтра с полудня. Во всех страховых так. Здесь она будет работать через 10 дней. А вы ее сегодня должны заполнить и оплатить. И еще потратить на это вечер. Вот в этом парадокс. И именно в этих вот супер редкоземельных комплектациях, казалось бы, обычной Audi 100. И мы только начали. Самый частый вопрос, который вас задолбает и на который вы будете отбрыкиваться 2000 лет, и я и по сей день, что это не S6. Вот это вот, да, я наклею однажды вот такую огромную надпись, да, это S4. Вот, потому что, еще наклею, потому что я задолбался всем объяснять. S6 пошла с 94-го конца года, дальше 95-й, 6-й, и все шла вот эта вот S-ка. До этого был первый пробный вариант в 100-м кузове, который действительно назывался S4. И это она отличается бамперами, она отличается оптикой, она отличается боковым обвесом. Да практически всем она отличается. У нее даже передние фары другие, хотя очень похожа на S6. И это огромная проблема в поиске, потому что когда вы начинаете
начинаете искать S4, вы заходите в базу данных магазина запчастей и сталкиваетесь с пунктом 1, который я вам рассказывал раньше. Нету S4 90-х годов, а вам для нее нужно найти запчасти. Как искать? Все время возникает этот долбанный сбой, который постоянно приходится обходить. А ведь это S4. И это не тонированные фары. Это еще один вопрос, на который вы будете отвечать постоянно всем людям в комментариях, на всех фотографиях, где-то там в инсте что-то, если случится. Постоянно вы будете говорить, что это не тонированная задняя оптика. Это оригинал. И называется он, естественно, Hella Black. А инспектору, это каждый второй инспектор должен спросить, зачем тонированные стопы. Он просто стоит за вами в пробке какое-то время, потом, естественно, выявляет нарушение в виде тонированных задних огней, якобы нарушение, где наблюдает, обычно это просто спокойно происходит, а тормозят, останавливают, спрашивают, зачем же вы, вот, Константин, после просмотра водительского удостоверения так вот взяли все это, затонировали, после чего наступает великий поиск. Открывается телефон, набирается Hella Black, и выясняется, что были E34 на Hella Black, Audi C5 А6 была на Hella Black, был Golf 2 на Hella Black, были джеты, чего только не было на этих Hella Black. И после этого инспектор говорит, я не знал. Я говорю, никаких претензий, вы пятый за сегодня, продолжаем поездку. И так каждый день. S-ка, неважно, даже если это S4 или S6 в C4 кузове, или это, если хотите, S2, это Audi 80 с двигателем 2.2 турбо, это очень дорого. Я думаю, с этим сталкивались все владельцы спортивных машин, и даже старых, неважно, если вы берете даже M5 в 34 кузове, все равно это очень дорого. Снаружи 90% людей говорят, что это Audi 100. Типа, красавчик, очень нарядная сотка. Но для вас это все цены, увеличенные в 3-4 раза. Огромное количество запчастей для этой машины не подходят от Audi 100, хотя она, конечно же, очень похожа, но двигатель, приборка, то есть передние крылья, бампера, фары, тормоза, естественно, 90% всей подвески, выхлоп, коробка особенно, сцепление, все это свое эсочное, и все оно, опять же, нифига не находится, потому что, смотри, пункт 1 не найти, еще на S4 есть S6, хорошо, если от S6, если подходит, но обособленные пункты в виде бамперов найти, практически нереально. Вот этот бампер, он может стоить 100 тысяч рублей. Один передний бампер может стоить просто 100 тысяч рублей. И его ничем не заменишь, он ни на что не похож, ни от чего не подходит. Он даже ширины другой, в отличие от Audi 100. Он совсем другой, по всем решеткам, полностью отличается. От сотки подадут что? Двери, стекла, крыша, люк, наверное, часть салона. Возможно, все. Ну вот, и добрый вечер. А все остальное, при том, что у тебя визуально Audi 100, то есть 90% людей в целом не понимает, что у тебя за редкий автомобиль. Если мы едем когда-нибудь на Волге или на Чайке, все, безусловно, понимают, что ты красавчик. И сделать такую машину – это подвиг. С этой машиной таких похвал в свой адрес не жди. У тебя просто соточка 90-х годов. В 10 раз дороже. Господа, этот букет нам доставили при помощи сервиса по доставке цветов, который называется Floor to You. Я вам про него уже как-то рассказывал. И сейчас они дарят скидку в 40% на оформление первого заказа в своем приложении. По промокоду Академик40 вы получите ту самую скидку в 40%. И самое главное, она распространяется абсолютно на все букеты, даже на которые уже есть какая-то скидка. Ну, смотрите, вот для примера. 101 короткая роза с этой скидкой вам обойдется всего в 2994 рубля. А без скидки она стоит 4990. Из офигенных плюшек, например, есть гарантия на букет. Представляете, в современном мире есть гарантия даже на цветы. Составляет она в данном случае 5 дней. Проще говоря, это значит, что после того, как вы получили букет, если в течение 5 дней он вдруг завял, вам его заменят бесплатно. Что немаловажно, то, что перед отправкой букета вам его вам сфотографируют и отправят фотографию. То есть вы сразу будете знать, что приедет вам или получателю. И эта доставка доступна в 160 городах России. Еще раз напоминаю, что скидка 40%. Чего же вы ждете? Так что переходите в описании, скачивайте приложение, ну или по QR-коду, который сейчас видите на экране, вводите промокод Академик40 и радуйте своих близких прекрасными подарками. Плюс в описании будет лежать еще один промокод на 15%, который действует даже на вторую покупку. Дерзайте!
Эта штука быстрая. Я бы даже сказал другими словами, эта штука очень веселая в городе. Да, впрочем, и на трассе она тоже очень веселая. И на ней начинаешь ездить дико. Иногда даже чуть шашковать. Здесь многие из вас скажут: Костя, секундочку, мы недавно смотрели твое прекрасное видео, где ты рассматривал Tesla Model S Plaid и говорил, что ты не хочешь быть таким человеком, который хасанит, ездит быстро и что-то нарушает. Ребята, это другое. Эта штука гораздо круче, чем Plaid. Она имеет 400 сил и 500 момент. Это довольно скромные показатели по современным меркам. То есть, допустим, та же 540-я BMW, там 380 сил и, по-моему, чуть ли даже не чуть больше момента. Характеристики просто крепкие для бизнес-класса, коим это, собственно, и является. Казалось бы, мы своим чипом и вот всеми нашими манипуляциями достигли просто значений средней комплектации хорошего заряженного немца на сегодня. Та же какая-нибудь Audi A6 на сегодня 3-литровая, тоже 340 сил, по-моему, 500 момента. Практически вот оно и то же. Но в чем же тогда разница? В том, что эта штука весит 1,5 тонны. И у нее можно бросать сцепление с 7-8 тысяч. Что такое квадропрыжок, я узнал для себя в полной мере вчера, когда мы снимали замеры до 100. И, ребята, я сегодня ночью плохо спал. Это та самая машина, на которой на гонках, я думаю, многим из вас знакомо, когда ты с кем-то гоняешься, сцепы выжимаешь, а у тебя нога вот так трясется, ее немножко колбасит, и ты весь такой чувствуешь, что на нервах, у тебя прямо икра вот так начинает трястись, тебя реально немножко колотит в этой тачке. И это не то ощущение, как в Tesla Plaid, когда ты быстро разгоняешься, всех уничтожаешь. На этой машине, чтобы достичь таких результатов, нужно работать. Разгон на этой машине — это не только достижение автомобиля, как, допустим, в Тесле, там чисто все делает автомобиль. Ты просто зритель, ты в кинотеатре, ты нажал кнопочку и больше ни за что не отвечаешь. Здесь полностью ты являешься слагаемым успеха. И от того, как ты отработаешь, справишься ты с управлением или нет, зависит от того, приедешь ли ты первым и приедешь ли вообще. Эта машина часть ответственности перекладывает на тебя. Здесь все аналоговое, старое, доброе. От того, как ты нажмешь на тормоз, удержишь ли ты ее в колее, а она очень хорошо реагирует на колею, особенно на торможении и на разгоне. Вы скажете, что это не очень круто, но я вам сразу скажу, что Plaid ведет себя так же. На разгоне или на активном торможении на Tesla Model S Plaid в колее вам будет очень плохо. Вас будут кидать, швырять, и вы будете держать руль 3 руками, если они есть. Здесь та же самая фишка. Здесь все в порядке. Если бы я до этого не ездил на одной из самых мощных машин в мире, я бы, наверное, предъявлял какие-то претензии, но нет. Здесь все по законам жанра. И через это ты начинаешь ездить на этой машине адекватней. Ты не уничтожаешь все подряд просто потому, что можешь. То есть, знаете, кого-то обогнать на Tesla Model S Plaid, это когда ты вот лицензионное соглашение какое-то заполняешь, да, и ты все время далее. Ты просто вот так это делаешь. Вот что такое доминировать на Model S Plaid. Ты просто пальчиком нажимаешь кнопку «Далее». Здесь это битва. Это борьба, ты проявляешь свои качества, начинаешь рубиться, а через это ты не начинаешь уничтожать все подряд. Ты обгоняешь только тех, кто достоин. Только тех, кто вызывает у тебя некое подозрение о том, что может начаться история. Только в эти моменты. Во всех остальных случаях, то есть до 3200, где начинается буст, ты едешь на 2,2 атмосферном двигателе примерно мощностью около 150 сил. Ты нормальный человек. Она не провоцирует тебя каждую секунду. И в этом и огромное достоинство. На 6-й передаче на 130 км в час 2500 оборотов. Буста нет. Даже если ты нажмешь в пол, она никуда моментально не ускорится. То есть она до последнего сдерживает тебя и говорит тебе: братан, давай доедем просто по-человечески. Только если ты точно решил сейчас всех нагибать, ты будешь нагибать. И то, если у тебя это в данный момент получится. И это очень круто. При том, что эта машина супер веселая, супер активная, прям очень хорошо едет. Но при этом она до последнего оставляет тебя хорошим человеком. И это мне в ней очень нравится. Ну, а подробнее о том, как эта машина прыгает с места и что же такое настоящий квадропрыжок, мы снимали видео вчера. Но вы его увидите прямо сейчас. Господа, мы сейчас первый раз, наконец-то, сделаем адекватные замеры на Audi 0100. Мы к этому шли 1,5 года. У нас наконец-то полностью собранный весь конфиг. Все четко, включая даже держаковую резину. Я еще не знаю результатов. Еще ни разу не замерялись. Именно поэтому мы решили заодно еще и провести гонку с BMW Владислава. Она едет 4,6 в хорошее время. И стабильно, ну, то, что вы можете рассчитывать прямо сейчас, даже если что-то не получилось с ланчом, то это 4,8.
При этом в ней всего как бы 330 лошадиных сил, но момента под 700. У нас ситуация другая. У нас мотор крутибельный, у нас момента 500, но сил у нас типа 400. Что из этого победит? Автомат, ручка, лонч, дизель пауэр, бенз. Непонятно. Нормально уходит! Нормально уходит! Нормально уходит! Все, это было 0-100. Это было 0-100, это было неплохо. Я даже чуть завафлил старт и дернулся вторым. Но мы ушли. И ушли мы очень хорошо на квадропрыжке. Это был просто квадропрыжок-убийца. Не знаю, сколько там было. 4,4, господа. 4,4. И я уверен, что можно больше. Да, я прозевал старт и прозевал переключение, и он чуть даже уходит. Но я его догоняю где-то в конце. Интересно, интересно. И у меня было 4,6. Он неплохо едет. То есть мы будем крутиться, если просто нормально. Сейчас я покатаюсь, я просто разгоняюсь совсем первые разы. И мне очень сложно переключаться, знаете, вот в конце. То есть ты привык переключаться где-то после 6. Здесь ты все время ждешь до верха. Ты ждешь 7, за 7, когда уходит, вот туда, и ты все ждешь, сейчас, еще чуть-чуть, он же крутится. И в итоге упираешься в отсечку. Это шляпа. Сейчас я все сделаю. Все, четко. Зашло. 4,4. Стабильно отшпиливает 4,4. Вообще без вопросов. Вот это был нормальный старт и более-менее нормальное переключение. Я верю, что я могу улучшиться до 4,2 и где-то хорошо стартануть. Я уверен. Давай. Крайне интересная получилась битва. 330 сил и 700 плюс момента на автомате. И 500 момента, но 400 сил. То есть разные балансы, но как они, по сути, одинаково работают. И, конечно, квадропрыжок, на котором мы сразу привозим под корпус. Потом этот корпус или пол корпуса сливаю я на переключении, потому что переключаюсь я медленно. И дальше они идут практически в лоб в лоб. Однажды мы замеримся какой-нибудь квотер на ней или типа там 0,200. Вот это вот интересно, в каком диапазоне какой мотор из этих будет вывозить в целом, какая будет философия. Но пока что все вроде как ожидаемо. Для начала цифры хорошие. Для идеала должно быть прямо 4,1, 4.2, 4.0. Вот это было бы супер в идеале. Но для этого нужно сначала на этой машине наездить, попробовать попереключаться грамотно, привыкать, на каких оборотах переключаться лучше, потому что когда у вас осечка под 8, вы серьезно начинаете думать, а где лучше переключаться, на 7 или уже прямо вообще в краю? И здесь это может иметь непосредственное значение. Держаковая резина сильно добавляет. Короче, в целом, ребята, все пушка. Из нюансов, что на горячую после нескольких заездов мотор сильно начинает цокать, вероятнее всего, поскольку это двигатель конструкции своей, ну, даты производства это вообще 94 год, а конструкции уходят в середину 80-х, вероятнее всего 5В30 масла это не то, что он хотел бы видеть в своем составе. Напомню, у нас железо у мотора осталось все то же самое, включая даже маслонасос, там вкладыши, все номинал, в общем-то, завод 500 тысяч ему. Так что, вероятнее всего, надо залить просто более густое масло, какое-нибудь 60-ку, и тогда посмотреть, что будет. Короче, по замерам, по гонкам на сейчас все установили. В будущем еще попробуем получше и побольше, я вам про это рассказывал. А сейчас самое время спокойно прокатиться в обычной городской езде. Интересная особенность, когда ты стоишь в пробке, это кватро. У кватро, у старообрядного кватро на Торсоне есть интересная особенность, у нее нет выката. То есть, если мы сейчас вот отпускаем тормоз и будем катиться, она встанет
тянет гораздо раньше, чем мы хотели. Смотри. То есть вот там все тачки еще едут, вот просто. И даже был в конце кивок. И это не подкусывают тормоза. Это особенность именно старого Quattro. Мы проверяли на разных тачках. Вот смотри. До Фабии, наверное, нет. Тормоз все-таки придется нажать. Вот. Я ее не забодаю. Оп. И реально в конце раздается кивок. И это не тормоз. Ни один тормоз не греется, не подкусывает. Все нормально. Это особенность самого механизма Quattro. Он как будто все время находится в каком-то постоянном натяжении. Причем мы сравнивали это даже с S-кой в C5 кузове. И там то же самое. То есть из-за этого есть некая специфика езды в пробке. Вы никогда не можете прямо вот супер плавно двигаться, потому что она как будто чем-то подтормаживает. Но это не тормоза. Это вот недостаток, получается, мы обнаружили. Ладно, продолжаем. Еще из хорошего это очень легкое сцепление. Учитывая, что у нас злая машина, которая так стартует, обычно в этом месте ставятся какие-то усиленные корзины, керамические сцепы, и ты получаешь что-то накачанную левую ногу. Здесь сцепление абсолютно гражданского автомобиля. То есть у тебя, если, допустим, ты эту машину передаешь там даже маме, папе, хорошо, дедушке, если ему не говоришь, что это просто демон, прикольно, если он начнет хасанить на этом, да, прикинь. Дедуля едет и закусился какой-то сларгус, а мы крутанул за 3,5 и... Это опасненько. Так вот здесь, просто толкаясь в пробке, у тебя не возникает никаких проблем. Хорошо втыкается первая, вот вторая, там нормально, третья, все как бы обычное. То есть, получая специфический по характеристикам автомобиль, вы не получаете его специфичным по эксплуатации. Это просто обычная тачка до того момента, пока вы ведете себя прилично. Давай, сейчас у нас будет стандартный тест, мы проедемся по рельсам и по лежачим полицейским, чтобы показать вам, что, ну, во-первых, Тесла шляпа, во-вторых, S-ка топ. Ну, давай прям нормально, быстро, типа с 30. О, жопа прыгнула, да. Но морда хорошо прошла, да, но это 30. На 30 лежак проезжать как бы такое себе удовольствие. Ну, давай, 20-очка. Ну вот, да, жестковато, но не прыгает. И вот Никита сзади, наверное, еще ощущает дискомфорт. Я сижу посередине базы, и поскольку она длиннющая, для меня лежаки вообще не препятствие. И это удивительно на такой быстрой машине. То есть, ну, понятно, что дело у того же Владислава, BMW, который едет примерно с теми же параметрами, примерно так же себя ведет. Да, но это машина 2019 года выпуска. Это последнее на сегодняшний день самое актуальное поколение пятерки BMW. И стоит она около 4 миллионов. То есть чуть дешевле, чем мы сейчас. Но о ценах чуть позже. Аналогично с электроволгой здесь произошла настройка. То есть до того, как вы видите, что это видео снимается, я на этой машине поездил пару дней и был выявлен ряд недочетов. Они весьма, кстати, странные. Например, просто глушитель било бампер, его донастроили. Ну и по-прежнему не работал гидрач. История с гидрачом, ребята, достойна Оскара. Мы купили эту машину в феврале 22 года. В феврале 22 года, напоминаем. То есть прошло уже год и 3 месяца. Гидроусилитель был починен неделю назад. Его невозможно было починить никакими методами. Дело в том, что меняли рейку, сначала штатную, ребилдили, отвозили в ремонт помпу. Вы помните первый видос, мы завели помпу, она ни с того ни с сего разогрелась на ровном месте, сама перегрелась, поменяли помпу, гидроусилитель работает, машину даже отправляют ко мне, я выгоняю ее из гаража, гидроусилитель перестает работать. Я возвращаю ее ребятами, она стоит у Паши в Reform Styling 2 дня или больше, гидрач начинает работать, потом снова перестает работать. Непонятная история. Еще раз меняет помпу, снова все начинает работать. Через 2 дня снова отрыгивает. Непонятно. Потом меняется усилие на рейке. То одно, то другое. 1,5 года, чинится. Нерешаемая задача. В итоге я понял, что если мы не можем поменять запчасть, нам нужно поменять сервис. Я просто отвез машину в другой сервис, где мне через полчаса уже скинули видео, что гидроусилитель работает. Это был, собственно, ребята, Гараж 13, всем нам давно знакомый. Я сказал: ребята, не спешите, дайте ей время. И уже к вечеру того же дня мне поступил звонок: что-то не работает снова. И опять, то есть я поменял сервис, но проблема не поменялась. Он все равно переставал работать. Систему промывали многократно. По итогу, что оказалось? В радиаторе гидроусилителя остались несколько стеклышек с аквабласта,
Как вы помните, в ранних сериях мы все запчасти в этой машине вымывали при помощи аквабласта или гидробласта, если хотите. Это, по сути, мойка запчастей гидроабразивом. То есть, когда у вас в водяную струю добавляются маленькие стеклянные шарики разных размеров, и ваша запчасть становится старая, но по виду как новая. Вся грязь очищена идеально. В свое время у ребят из Boost Motors возникла проблема, у них после аквабласта лег даже двигатель. Очень много нам в комментариях писали, что, ребята, скоро у вас тоже мотор ляжет, однако, как вы видите, мотор прошел уже за 1000 километров, пока ничего не ложится, потому что после аквабласта очень хорошо мотор промыли, продули, высушили, снова промыли. Есть такой нюанс, эти частички нужно все оттуда убирать. А вот по ходу каким-то образом они попали в радик, в радиатор гидроусилителя. И каждый раз, когда мы меняли помпу, эти шарики оттуда выпрыгивали, укладывали эту помпу не сразу, а за какое-то время, за день, за два, за полчасика, и обратно прятались в радиатор. У них какой-то план был. Они там прятались. И многократно замененные и рейки, и насосы гидроусилителя не давали результата на дистанции. Каждый раз через какое-то количество дней он отъезжал. В итоге поменяли насос гидроусилителя, его промывали. И последний раз ребята в гараже 13, когда они его мыли уже 10 часов подряд и снимали об этом видео, все равно выскочил один шарик со стеклом. И они поняли: это край, больше промывать бесполезно, нужно просто менять все. Магистрали, радиатор, все, что током, до чего можно дотянуться, нужно менять. В итоге так и сделали, и гидроусилитель на сегодняшний день работает. Это фантастика. Год и 3 месяца просто сделать гидрач. Понимаете, на каких местах иногда возникают затыки, когда вы вписываетесь в реставрацию или тюнинг такого масштаба. Полный абзац. Ребята, наступил тот самый момент, когда проект окончен, а выхлоп еще нет, и он заканчивается. Причем выхлоп менял конфигурацию, если честно, раза 3. Но вот это в этот раз будет конфигурация окончательная. Чего ждал выхлоп? Во-первых, управляемые задние банки, потому что она заказная, она делалась специально. Это целиком один моноблок, это банка, в которой на выходе здесь стоит клапан. И снизу очень хорошо сейчас видно, может даже показаться, что одна труба меньше другой. Хотя на самом деле нет, это визуально. Просто у этой трубы сужение идет уже сразу здесь, а у этой трубы никакого сужения нет. И у нас есть клапан, дроссель, если хотите, который стоит внутри и перекрывает вот эту трубу. То есть в тихом режиме у нас вот эта одна труба, которая идет через глушитель здесь, а в громком режиме дроссель открывается, и у нас есть вот такая прямая трасса, которая уходит вот так прямо в двигатель. И если раньше у нас была просто прямая труба изначально, потом к прямой трубе у нас добавился один резонатор, то теперь их будет 2. По итогу, смотрите, мы сейчас можем взять и завестись. Завелась, по-разному еще заводится. Холодный пуск так никто и не настраивал, потому что машина же летом должна эксплуатироваться. А у нас само 5 градусов, абзац, мы вот в шапках ходим. И у нас сейчас появился пультик. Я думаю, что в скором времени мы перейдем с пультика, скорее всего, на кнопочку, потому что у нас здесь есть центральный ряд с кнопками, и среди них есть пустые места с заглушками. Почему бы не сделать кнопку? Некое подобие спорт-режима или что. В общем, сейчас у нас выхлоп, вот он. Ну, Марк 2 на бустапе. На стандартной китайской банке сзади, которая еще синим в конце обязательно вот должна быть, типа там горелая, капец. Но есть кнопочка ON. О, и теперь у нас уже ну
Ну, немного маслица, ну что поделать, это, ребят, ВАК. У меня, видите, все в масле, я сам весь в нем, поэтому если мы эту штуку закроем, как бы мы ни газовали, ну, слышите, ничего не будет. И более того, в этом режиме, когда у вас закрыта заслонка, турбе не раздуться. Не хватает величины пропускного тракта, и у вас получается все, машина никуда не поедет. То есть хотите наваливать, открыли глушак, не хотите наваливать, закрыли глушак. Это очень важная функция, важная функция с доводчиком. Это очень важная функция, которая позволяет вам тихо ездить по дворам, никого не пугать. Вам же не нужно все время на этой тачке валить. Это все-таки седан бизнес-класса. Таким образом, вы в нем большинство времени можете просто передвигаться по своим делам. И находиться вот в таком выхлопе, именно в таком, который, вот, давай я подойду к нему, вот этот звук прекрасный. Вот, да, он басовитый, он есть, типа, да, но в любом случае можно открыть, и он станет еще как будто более вызывающим. В целом выхлоп как бы не супер агрессивный, и из салона его при этом практически все равно не слышно, то есть получился прям кайф. Потому что у нас просто из двух заслонок, собственно, одна закрывается. Но парадокс в том, что без него и не валит. Возможно, сделаем автоматическую, знаете, эту ерунду. Просто в ELM-ку вставляется датчик, который палит за оборотами, и как только они переваливают там, допустим, за 3, заслонка автоматически хлоп и открылась. Вы начинаете валить. И все. Потом закрывается, если вдруг валить перестаете. Но это сейчас все под вопросом. Нужно как-то это все организовать. В общем, думаем. Итак, мы приехали в славный город Кронштадт, и мы не хотим беспокоить его жителей своими воплями, гонками, визгом резины и выхлопом. В этот момент, по крайней мере. Для этого нам нужно иметь просто обычный гражданский автомобиль, как у нас сейчас. Вот мы перемещаемся и, допустим, мы хотим всегда ездить на низких оборотах. Смотрите. Мотор спокойно везет с 1500, это 3-я передача, и 40 километров, это уже 2000, хорошо, переключаемся. 1500 и 50 километров в час. При этом нормально, если нам нужно чуть ехать быстрее, понятно, что какого-то динамичного ускорения не получится, но мы просто нажимаем газ, и вот мы потихонечку, спокойно едем вперед. Нету рывков, нету какого-то турболага, нету чего-то еще. Проморгался чек, там что-то свое поймал, в общем. Тем не менее, обычный городской автомобиль. Здесь удивительным образом сказывается то, что у нас поздний буст. Если бы турбо бустило рано, как в современных моторах, типа с 2000, была бы дерготня. Ну, серьезно. Была бы такая хорошая, прям крепкая дерготня. В нашем случае, вот, вторая зашла с 1000, раскручивается, мы даже до 3, никакого буста еще не идет, даже 3500. Вот у нас ямки, плохая реально дорога, здесь вот не очень у нас. И мы спокойно переключаемся, ничего не бустит, ничего не дергается, не постоянно не начинает выходить вот в плюс, в минус, там этот избыток, туда-сюда, как это часто бывает на передутых моторах. Да, он передутый, само собой, с 2,2 литра выжато 400 сил, но при этом за счет позднего буста и самое главное поздней отсечки у вас, во-первых, хороший диапазон работы, то есть у вас турбо дует, да, с 3200, там, типа поздно, но при этом у вас отсечка почти на 8. Через это рабочий диапазон получается все равно практически 5000 оборотов, все ваши. Так, как будто бы если турбо... Нет, не 5000 оборотов, с 3 до 8. Да, 5000 оборотов диапазон. Это получается как будто бы в вашем гражданском моторе с отсечкой 6500 турбо дуло бы с 1,5. Просто представьте, ну или с 2, как она дует во всех практически там современных, модных, там 2-литровых надутых моторах. И через это у вас машина 94 года на 400 сил, а едет как гражданская. И самое главное, если мы поедем по трассе 130 и включим 6-ю передачу, на спидометре будет 2500 оборотов. Это значит, что двигаясь по кольцевой дороге, по платной дороге той же М11 между Питером и Москвой, вы двигаетесь до буста. Значит, постоянно нету нагрузки на турбе, значит, ничего не греется. И самое главное, значит, эта штука должна быть в теории дико экономичная, потому что на 130 у вас еще не дует турбина, нету никакой теплонагруженности и вообще ничего. В общем, еще раз подчеркну, что по итогу вы получаете квинтэссенцию лежак. Да, Никитос сзади подпрыгивает, есть нюанс. Мне офигенно. Вы получаете квинтэссенцию универсального спортивного бизнес-седана. Если ты хочешь валить, вали, крути за 4000. Расход топлива будет составлять 2,5 литра в минуту, что уничтожит бак примерно за полчаса.
Если ты не хочешь валить, не крути за 4000, и ты получишь обычный, экономичный 2.2 атмосферный двигатель с лошадьми примерно 150, который не будет вырабатывать тепла. И в этом режиме ты можешь ехать по трассе сколь угодно долго. Потому что у меня всегда вот есть нюанс, да, когда у тебя турбо постоянно бустит, и ты едешь 6 часов в Москву. Наверное, это не очень хорошо. Конечно, она должна это переваривать, никто не спорит, да все современные двигатели, все так ездят. Все хорошо, но всегда лучше, чтобы она не бустила, чтобы ты сам выбирал, как ехать. На максимальной мощности, с наддувом или в минимальной мощности на атмосфере. И у нас это удалось получить в машине 94 года. Замечательно, просто замечательно. Не верьте тем, кто говорит про любовь с первого взгляда. Просто на некоторые лица мало посмотреть один раз. В них есть что-то, что тебя цепляет. Например, боль и страдания. Ей было плохо. С ней точно случилась беда. Нет, мне не было ее жалко. К тому же беда была ей к лицу. Она сама была бедой. Нет, я не влюбился. Я просто запомнил ее лицо. Но этого было уже достаточно. Самое главное, сколько же это стоит? Как сделать себе такой S4? И забегая вперед, я скажу, что это еще одна та самая реставрация, которую невозможно повторить. Потому что в ней нет никакого смысла. Мы взяли машину, я уже не помню за сколько, по-моему, 400 или 300, это даже не имеет значения, потому что дальше пошли миллионы. Там кузовня с покраской где-то под миллион. Если честно. Вот эти бампера, которые могут стоить, опять же, за 100. И есть вероятность, что, знаете, мы называем какие-то цены на эти запчасти. На S4 запчасти настолько редкие, что, вероятнее всего, когда вы ее покупаете, все оставшиеся в 2 раза подорожали. То есть это даже не 21-я Волга, где хотите купить руль, да, руль стоит там 10, 12, там 8 тысяч рублей, не проблема, этих рулей много. Хотите купить один руль, можно купить 5 рулей. Они есть новодельные, китайские, какие угодно. Здесь вот этого ничего нету. Нету китайских стеклопластиковых бамперов на S4. На S6 есть, стоит по 15 тысяч. Вот эти, которые потом по зазорам, какие-то есть. Мы машину с таким бампером купили. На S4 этого нет, вы это не найдете. Только оригинал или какой-то 3D-принтер и изобретение носорога из единорога. Элементы салона, шильдики S4, вот этот шильдик S4, вот если хотите вот именно такой, под заказ, очень хороший человек нам делал это все, $100 каждый. Их вам нужен перед, зад, руль. И так вот в мелочевке набирается огромное количество. Реставрация рычагов, подрамников, все, переход на полиуретан, двигатель, слава богу, не капиталили. Новая коробка 100 плюс тысяч рублей. Ну, она не новая, от скитальца, она все равно воет и так далее. Чип, мозги, вся эта проводка кастомная, которая сделана с нуля, еще очень много чего. И в итоге ты такой, типа, считал где-то на 2, потом ты понял, что перевалило за 3, потом ты понял, что все, что за 3, это просто противоречит здравому смыслу, и, наверное, где-то уже 4. И вот недавно вот эти последние шаги. Вот кастомный выхлоп, например, он может стоить под полтос. Да, ребята из Выхлопграда с меня не брали денег, но тем не менее. Фары каким-то чудом мы нашли за 100 евро. А они на самом деле уже стоят не 100 евро. Если их сейчас в сохране искать, вот такие S4 или хотите, ладно, S6 фары, это может быть и 300 евро и так далее. Перешивка руля, весь салон сделанный заново, который может стоить сотни тысяч рублей, но Паша в Reform Styling делал хорошие скидки. И в итоге, если мы скажем 5, это будет очень близко к правде. За эти же деньги вы можете сегодня купить BMW, как у Владислава, и еще останется от единицы до плюс сколько-то денег вперед на чип и так далее. Что, уже не останется? Нет, останется. Останется, и будет классно. И на оставшуюся единицу вы еще купите себе S6 в сохране. Но только не в таком, конечно. S6 в сохране, который я сегодня видел на площадках по объявлениям, это 700, в который сверху положить еще один. Минимум еще один. То есть там все равно уже видишь вот эти арочки, чуть-чуть там типа начали
начали оттуда происходить, и еще очень-очень много всего. То есть в любом случае, самый дешевый способ получить вот такую же машину мне видится от 2,5. От 2,5. И это вряд ли получится влезть в эти деньги. Сейчас все очень стремительно меняется. Потому что любой маленькой пластмасски, если у вас их нет, это упирается в огромные потери. Плюс напоминаю вам, что мы все-таки не просто купили машину и сделали. То есть вот правильный путь, который сделал Антон Воротников. Но я знаю, как это выглядит в реальной жизни. Потому что есть куча мелочей. Как, например, у нас табличка про контент. Она вернулась под ручник, и практически ни у кого ее уже не осталось. А у нас она есть. Например, у нас все дефлекторы воздуховодов, они все раздают щелчки там, где надо, потому что они как новые. Потому что из 20 дефлекторов с разборки выбирался один вот сюда. Потом из 50 дефлекторов на 3 разборок выбирался один центральный, чтобы он стоял здесь. И чтобы он именно щелкал везде как надо, и не был разболтан, и не падал от вибраций. И все это собирается из сотен запчастей от разных машин. Поэтому в любом случае, если вы купите даже в хорошем сохранении автомобиль, его придется весь перелопачивать и весь делать заново. И, скорее всего, скоро ляжет коробка и так далее. Плюс у нас есть прикольные фишки. Это чип, это хорошая турбо. 400 сил в нашем случае это не предел. У нас блокировка заднего дифференциала даже работает не только до 15 км в час, как в обычной S4, S6, да, а всегда, когда захотите. Сделано это для зимнего дрифта, чтобы там на второй в отсечке, в третьей отсечке боком идти с заблокированным задним диффом. И вот такого всего набирается, что в любом случае 2,5-3, скорее всего, это то, на что вы можете рассчитывать, когда покупаете себе машину 90-х годов. И поэтому я и говорю, что это очень дорого. И даже за 2,5, и даже за 3 вы купите современный автомобиль, вы купите новый автомобиль. Да, он будет не быстрым, но вы купите хорошо. Вы купите 5-летний автомобиль, который будет столь же быстрым. Найдете. За 2,5-3 можно купить Golf R. И он будет ехать быстрее. В принципе, на чипе DSG вместе с маслом будете менять, но какая разница? Все равно это будет дешевле, неважно. Отсюда и мы получаем, что это та самая реставрация, которую невозможно повторить, потому что вы должны быть таким же дурачком, как я. В моем случае я делаю это для того, чтобы узнать, каково это, чтобы из дурачка стать чуть более умным человеком и в следующий раз для своих проектов уже не искать ничего из рубрики дешевки, а сразу брать максимальный сохран, плюс дорого, плюс на там 30% дороже рынка. Но чтобы самое главное, сэкономить не просто деньги, но и нервы, и время, что тоже очень важно. Потому что если бы эта машина была в сохране, мы бы управились за полгода, а может быть даже и за 4 месяца, а мы потратили год и 3. И это очень важно. Потому что сколько денег стоил ваш дополнительный год, который ушел на это, не сосчитать ни одним калькулятором, господа. Так что я вам всем желаю впредь, если вы начинаете такие проекты, думаете о том, что у вас очень много сил и времени, и очень много энтузиазма, никто это не скрывает, но я каждый день вижу эти объявления, брал под проект, не потянул. Убивает не бюджет, убивает время, потому что вы не можете гореть одним и тем же 2, 3, 5 лет. С Волгой мне требовалось для этого 2 года забытия, в которой я ничего про нее не вспоминал, потом снова у меня есть ГАЗ-21, и понеслось. Но у меня были люди, которые меня всегда поддерживали, как и здесь. Это ребята из Скрю, это ребята из Pacman Soft, кто настроивал, это Паша с Reforma Styling, который сделал огромное титаническое количество работы. Это компания Milreef, которая сделала этот покрас и вывезла его, хотя многие бы мастерские этого сделать реально бы не смогли или получилось бы не так круто. Это ребята из Пескоструй, Домино сервис, кто вначале нам делал все эти рычаги, все под ключ. И прочее, и прочее, прочее. Без всех них я бы справиться, конечно же, не смог. Василий, который переделал эти диски и просил не говорить, что он вообще их делал, а он их делал. Потому что он китаец. Вася сказал, что это китайских, надо выкинуть и купить оригинал. И кидал мне ссылку, и вот она оригинал. И сказал, нет, у нас будут китайские диски, ты их, Вася, сделаешь. И Вася их сделал, и они прекрасны. Они не бьют даже на 240. Если бы я, конечно, так разгонялся, да, я бы этого знал. У нас теперь одинаковые зеркала, если кто не знал. Ребята их нашли, в Milreef покрасили, и они у нас весь проект, они не совпадали, они были разные. Один вот с этими, с окантовкой, а второй от А6 просто зализанный. Теперь совпадают. Ребята, на это тоже потребовался год, на доведение вот таких мелочей.
Будьте осторожнее. Берите сюда машины, делайте как Антон Воротников. Вот там нормальный канал, почему вы его не смотрите? Там 50 тысяч просмотров на видосе скоро будет. Серьезно, спасите человека, он делает все правильно. Но никто не любит смотреть, как делается все правильно, потому что люди любят мудаков. Поэтому, господа, мы продолжаем. Скоро в рубрике «Дешевки» восстановление САПа 53-го года какого-нибудь или что-нибудь типа того. Огромной всем удачи. Такой же, наверное, как мне в этом проекте, а лучше гораздо больше. И пока. У нас следующий-то видос, знаете про что? Про плейд, ёптель, она ожила. И теперь недвижимость. А после плейда вы охренеете что? Ребята, просто скажу вперед. 611 сил.